В глухой тайге, где воздух пропитан загадками и тайнами, среди бескрайних лесов и холодных рек, существует история, которую передают из уст в уста. На первый взгляд она может показаться сказкой, но сводит на нет все попытки скептиков объяснить ее рационально. Это рассказ о встрече с женщиной, способной летать. И эта история сродни легенде, живущей в памяти местных жителей уже несколько поколений. Молодой охотник по имени Томас в поисках добычи углубился в лес, руководствуясь интуицией. Он давно слышал истории о странных явлениях, которые происходят в этих местах, но всегда относился к ним с недоверием. В тот день, когда солнце клонилось к закату, он решил свернуть к небольшой поляне, окруженной высокими соснами. В воздухе висел странный запах, будто свежесть и что-то необъяснимо древнее смешались в единое целое. Вдалеке Томас заметил движение и, притаившись, начал наблюдать за местностью. Неожиданно он увидел фигуру. Это была женщина в белоснежном одеянии, которая, казалось, мерцала в лучах заходящего солнца. Она двигалась по воздуху с невероятной грацией, словно танцевала на невидимой поверхности. Его сердце замерло от сюрреалистичности увиденного. Томас не верил своим глазам, но не мог оторвать взгляда. Женщина не обращала внимания на мир вокруг. Казалось, она была полностью погружена в свое невидимое путешествие. В тот момент, когда ее взгляд встретился с глазами Томаса, холод пробежал по его спине. Он почувствовал, как его ноги подкосились, но страх и любопытство удержали его от того, чтобы броситься прочь. Как только женщина пролетела мимо, все вокруг замерло, тишина окутала лес, только слабый ветер все еще шептал на ухо Томасу что-то непонятное. Через несколько мгновений все вернулось в норму, как будто ничего не произошло. Томас стоял в полном оцепенении, не в силах пошевелиться, но понимал, что стал свидетелем чего-то необычайного. Этот момент навсегда запечатлелся в его памяти, и спустя годы он не мог забыть о женщине, летающей над тайгой. После той встречи Томас поделился своей историей с пожилым охотником, который рассмеялся и сказал, что эта женщина не просто выдумка. Легенда о ней живет в этих местах уже долгие годы, и он сам слышал рассказы от своего деда. Но был один важный нюанс. Увидеть эту женщину удается лишь тем, кто верит в чудеса. Эти слова заставили Томаса взглянуть на тайгу и ее тайны по-другому. Он усвоил урок: чем больше ты открываешь свое сердце тайнам, тем больше они открываются тебе. Так ли это на самом деле, или все это просто плод его воображения, никто не знает. Но одно можно сказать с уверенностью: его встреча с летающей женщиной определенно изменила его жизнь. И, возможно, в следующий раз, когда кто-либо из охотников потеряется в этих лесах, они тоже столкнутся с этой загадочной легендой, которая, как и сама тайга, продолжает хранить свои секреты. Но насколько глубока правда этой истории, предстоит выяснить. Местные жители, которые живут в тайге всю свою жизнь, не только слышали легенду о летающей женщине, но некоторые из них лично встречались с ней. Эти рассказы, словно овеяны мистикой, передаются от одного поколения к другому, обрастая все новыми подробностями и деталями. Один из таких историй поделился старый лесник по имени Билл. Он всегда был человеком дела и не склонен к фантазиям, однако в его голосе звучали нотки волнения, когда он вспоминал тот день. Билл работал в лесничестве и часто обходил свои угодья, проверяя ловушки и оценивая состояние леса. Однажды, когда солнце уже клонилось к горизонту, он заметил на деревьях необычные знаки, которые не мог объяснить. Темные силуэты, словно выжженные на коре, образовывали странные фигуры. Билл пытался понять, что это могло значить, когда услышал за спиной легкий шорох. Обернувшись, он увидел, как что-то белое мелькнуло в стороне. Подсознание подсказывало ему, что это был не зверь и не птица. Он шагнул ближе и увидел ее, фигуру женщины, парящую в воздухе. Ее длинные волосы трепетали на ветру, а лицо было скрыто легкой дымкой. Вскоре женщина исчезла за деревьями, оставив после себя только еле уловимый аромат граната и жасмина. Билл поспешил за ней, но когда добрался до того места, где она исчезла, нашел только следы ее босых ног на мягкой земле. Эти следы были необычайно маленькие, как у ребенка, и вели к небольшой речушке, где резко обрывались. Возможно, женщина ушла под землю или исчезла так же таинственно, как и появилась. Еще один свидетель, лесоруб по имени Джек, рассказал историю о том, как однажды его угораздило заблудиться в этих густых лесах. Он блуждал несколько часов, когда услышал мелодичный голос, зовущий его по имени. Сначала он думал, что ему это просто почудилось, но голос повторялся снова и снова. Джек, пораженный страхом и усталостью, вдруг почувствовал, что его ноги перестали подчиняться, и он упал на колени. В этот момент перед ним появилась она, летающая женщина, и ее глаза светились холодным светом. Она прикоснулась к его лбу, и в одно мгновение Джек вспомнил дорогу домой. Как только он открыл глаза, женщина исчезла, оставив после себя только пустоту и странное ощущение умиротворения. Он поклялся себе, что никогда больше не отправится один в этот лес, но так и не смог объяснить своим близким, каким образом нашел дорогу обратно. Среди местных жителей ходят и другие рассказы. Например, история о рыбаках, которые, забрасывая сети в лесное озеро, наткнулись на странный свет, дрейфующий прямо над водой.
Они утверждали, что этот свет исходит от женщины, скользящей по воздуху. Она лишь мельком взглянула на них и словно сквозь толщу воды исчезла в ночи. Каждый из этих рассказов подтверждает, что летающая женщина не просто миф или выдумка. О ней говорят старые женщины, шепчущие легенды у костра, и дети, слушающие с открытыми ртами. Это стало неотъемлемой частью их культуры, удивительным и пугающим одновременно. Эти свидетельства заставляют задуматься о том, как мало мы знаем о мире вокруг нас и о тех тайнах, которые таит в себе тайга. Но самое интересное еще впереди, ведь в лесах скрывается больше, чем можно представить. Лесные духи всегда были частью мифологии, окружавшей тайгу. Веками их образы вселяли страх и уважение в сердца людей, живущих бок о бок с дикой природой. Сами леса с их густой растительностью и загадочной тишиной служили идеальной сценой для появления этих существ. И среди огромного множества легенд о чудесах и небылицах, пожалуй, самой интригующей остается легенда о летающей женщине. В древних преданиях говорится о том, что она не просто дух, а одна из хранительниц леса, призванная защищать его от вторжения. Говорят, что ее появление связано с важными событиями или катастрофами. Жители поселков у границы тайги верят, что она вестница, которая предупреждает о грядущей беде или помогает заблудившимся. Легенда утверждает, что встретившихся с женщиной ждет особая судьба, и не всегда она приносит счастье. В старинных сказаниях упоминается встреча двух братьев, которые охотились в лесу и оказались на пороге опасности. Они были далеко от дома, когда наткнулись на непролазные трясины. Внезапно один из них заметил фигуру женщины, движущуюся по воздуху над водой. Братья думали, что это видение, но она указала путь к спасению, и они смогли выбраться. Позже выяснилось, что они пересекли границу между мирами и только благодаря женщине избежали незавидной участи. Старейшины деревень рассказывают и о других духах, с которыми связаны истории. Например, о животных, которые могут принимать облик людей, чтобы вводить путников в заблуждение. В некоторых версиях летающая женщина воспринимается как оборотень, умеющий менять форму. Считается, что такие духи играют жизненно важную роль в сохранении баланса между человеком и природой, и они беспощадны к тем, кто нарушает этот баланс. Один из рассказов, передаваемый из поколения в поколение, гласит, что увидевшие ее всегда возвращаются домой с каким-то осознанием или важным уроком. Человек, который видит летающую женщину, может обрести новую силу, не физическую, но духовную, которая помогает ему в дальнейшем. Те, кто не верит в сказки, могут недооценивать простых обитателей леса, но для них эти истории, не просто развлечения, а часть их жизни и наследия. Легенды о летающей женщине и других духах тайги стали неотъемлемой частью культуры и обычаев местных народов. Эти рассказы, проникнутые мудростью и мракобесием, учат людей относиться к природе с уважением и осторожностью, напоминая, что за каждым деревом и кустом может скрываться нечто большее, чем просто дикая природа. Ведь тайга живет своей собственной жизнью, не подвластной человеку, и мир духов– ничто иное, как ее неразгаданное эхо, способное удивить и убедить даже самого скептического исследователя. Именно эта мистическая сторона леса, полная таинственных существ и древних историй, заставляет задуматься о том, насколько сложен и таинственен мир вокруг нас. Однако самым завораживающим остается вопрос, действительно ли летающая женщина просто легенда, или за ней скрывается нечто реальное и не поддающееся нашему полному пониманию. В любом случае, она продолжает притягивать к себе внимание, становясь вратами в мир, где реальность и миф переплетаются в одно целое. Выживание в тайге– это настоящее искусство, и местные жители годами оттачивают свои навыки, чтобы выживать в этом суровом мире. Здесь, в этом холодном крае, важно умение находить пищу, сохранять тепло и находить дорогу в бескрайних лесах. Одна из основных задач– это поиск укрытия, которое защитит от непогоды и диких животных. Местные жители знают, как строить временные убежища, используя ветки, мох и кору, чтобы создать теплый и надежный укрыт. Огромное значение имеет и умение разжигать огонь. В тайге сырые дрова и частые дожди делают эту задачу настоящим испытанием. Однако опытные охотники и лесники знают, как находить сухие ветки и кору даже в самых влажных условиях. Они сознают, что огонь не только согревает и готовит пищу, но и защищает от диких зверей, которые могут приблизиться к лагерю. Ориентировка в лесу– еще один жизненно важный навык. Такие простые вещи, как солнце и звезды, могут стать маяками для опытного путешественника. Те, кто знает, как читать карты и компасы, могут безопасно передвигаться по дикой местности, но истинные мастера могут определить свое местоположение по звукам природы и приметам. Это знание передается из поколения в поколение, и старые лесники учат своих детей запоминать каждую изгиб реки, каждую тропинку и каждое приметное дерево. Охота и рыбалка – основные источники пропитания. Местные жители знают, как выставлять ловушки и сети, чтобы обеспечить себя мясом и рыбой. В тайге важно уметь использовать все части добычи, не допускается ничего выбрасывать зря. Старые охотники обучают молодых, как правильно разделывать тушу и заготавливать мясо на будущее.
Различные виды растений тоже могут стать источником пищи, и местные знают, какие ягоды и коренья можно собирать в разное время года. В медицинской помощи человек в тайге зачастую полагается лишь на себя и природные дары. Лекарственные травы используются для лечения ран и болезней, а навыки первой помощи здесь изучаются с детства. Знание того, как оказать помощь при укусе змеи или как заглушить боль при переломе, может спасти жизнь. И, конечно, важно знать, как избежать опасных встреч с дикими животными. Жители тайги научились различать следы медведей и волков и определять, насколько они свежи. Они знают, как вести себя при встрече с хищниками и как избежать конфликта. Эти знания хранятся в семьях и передаются младшим поколениям как бесценное наследие. Самое удивительное– это способность находить путь домой даже в самой густой чаще. Люди, выросшие в тайге, будто вросли в этот мир, и отношения с ним у них совершенно другие. Они чувствуют лес почти как живое существо, дышат с ним в унисон и знают, когда он спокоен, а когда предупреждает об опасности. Каждый из этих аспектов– часть сложного и удивительного искусства выживания в тайге, которое строится на опыте поколений и бережно передается новому поколению. Возможно, именно эти навыки делают людей, живущих в этом регионе, способными продолжать свою жизнь рядом с таинственной летающей женщиной и другими загадками, которые скрывает лес. Их связь с природой и знания, накопленные за века, позволяют не только выживать, но и понимать, что скрывает этот загадочный мир. Ведь тайга не только место обитания, но и хранительница множества тайн, которые еще предстоит раскрыть. В тайге, где все вокруг кажется неподвластным времени, иногда можно найти нечто, что озадачит любого, кто привык думать рационально. Одной из таких находок стала странная коробка, сделанная из материала, который не смогли определить местные жители. Она была обнаружена за старой избушкой, куда редко кто заглядывает в силу ее отдаленности и заброшенности. Коробка выглядела довольно старинной, но сохранилась превосходно, словно ее оберегала сама тайга. Когда ее открыли, внутри оказалось еще больше загадок, набор странных предметов, назначение которых никто не смог объяснить. Это были металлические пластины, покрытые неизвестными символами, и небольшой круглый камень с идеально гладкой поверхностью, который, казалось, излучал слабое тепло. Прошло немного времени, прежде чем местные ученые заинтересовались находкой. Они исследовали ее, используя всевозможные методы, но каждый раз наталкивались на загадочные особенности, которые ускользали от их понимания. Один из ученых предположил, что металлы, из которых были сделаны пластины, не встречаются на Земле в чистом виде. Это привело к бесконечным спекуляциям о том, какая же история стоит за этой находкой. Быть может, это следы давно исчезнувшей цивилизации, существовавшей задолго до прихода человека. Или же они были привезены сюда издалека, каким-то загадочным образом. Одна из историй, связанных с этими предметами, принадлежит охотнику по имени Марк, который нашел старинное оружие рядом с тем местом, где была обнаружена коробка. Это был кинжал с рукоятью, украшенный чем-то похожим на древние руны. Он со временем покрылся ржавчиной, но все еще был удивительно острым. Лезвие, по словам охотника, было настолько острое, что ему удалось разрезать древесину, словно ткань. Марк передал кинжал местному музею, где его изучили, и пришли к выводу, что он выполнен с использованием давно забытых технологий металлообработки. Есть и другие находки, которые нарушают привычное восприятие мира. Например, однажды группа исследователей наткнулась на необычную поляну, на которой, несмотря на мороз и снег, росли цветы, характерные для теплого климата. Вокруг этой поляны, как утверждают свидетели, воздух был наполнен сладким ароматом, который напоминал запах ванили и жасмина. Исследователи пытались взять пробы почвы и растений, но каждый раз, когда они возвращались за новым анализом, поляна выглядела иначе, будто бы скрывалась за завесой загадок. В тайге можно найти и необычные скальные образования, которые больше напоминают рукотворные структуры. Есть место, где камни, казалось бы, сложены в идеальную мозаичную кладку, а между ними пролегают узкие дорожки, едва видимые среди мха и дикой растительности. Люди, побывавшие там, уверяют, что слышали странные шорохи и видели слабое мерцание в темноте, исходящее от этих камней, будто они хранят в себе некую древнюю энергию. Не обошлось и без находок, связанных с загадочной женщиной из легенд. Один из местных гидов однажды обнаружил набор крошечных браслетов, явно не подходящих для человеческой руки. Эти украшения были сделаны из необычного материала, напоминающего смесь золота и серебра, и украшены странными узорами. По словам гида, в одном из браслетов он нашел маленький кусочек бумаги, на котором была изображена фигура женщины с распростертыми руками, парящая над деревьями. Каждая из этих находок как кусочек огромной мозаики, которую мы только начинаем складывать. Тайга продолжает хранить множество секретов, и каждый новый день приносит все больше подтверждений тому, что в ней скрыто больше, чем мы можем себе представить. Может быть, в магазинах и музеях уже есть что-то, что поможет раскрыть тайну летающей женщины. Но пока местные жители и исследователи продолжают искать ответы, ведь каждый новый шаг к разгадке дает новые загадки. Время шло, и история о летающей женщине продолжала будоражить умы. Местные жители, не впервые сталкивающиеся с мистикой тайги, начали объединять усилия для поиска ответов.
Некоторые из них, вдохновленные странными явлениями, провели собственные расследования. Старейшины, часто видящие в подобных событиях знаки, начали вспоминать забытые обряды, которые могли бы помочь раскрыть тайну. Один из таких обрядов был проведен в ночи полнолуния. Жители собрались у озера, которое, по легенде, было местом частых появлений женщины. Всю ночь они пели древние песни и, держа в руках свечи, пытались вызвать духа для общения. Поначалу ничего не происходило, но затем вода в озере начала светиться слабым голубым светом. Изумленные участники обряда увидели, как на поверхности сформировалось лицо женщины. Оно медленно менялось перед их глазами, искажаясь, пока не исчезло так же внезапно, как и появилось. Некоторые утверждали, что в этот момент услышали шепот, похожий на звук ветра, который обещал раскрыть тайну позже. На следующий день в окрестностях озера были найдены странные знаки на земле. Символы, напоминающие те, что были обнаружены на металлических пластинах из заброшенной коробки. Они были вырезаны в форме спиралей и окружены точками, образующими непонятные фигуры. Ученые и исследователи, работавшие вместе, решили, что это ключ к пониманию загадочной истории. Они начали собирать все найденные символы, чтобы составить карту, которая могла бы привести к разгадке. Вскоре события приобрели новый оборот. Группа исследователей, вооруженная новыми данными, обнаружила в глубине тайги старую пещеру. Внутри было множество петроглифов, изображающих сцены из местных легенд, и среди них четкое изображение женщины, парящей над деревьями. Она была окружена другими фигурами, людьми и животными, которые, казалось, поклонялись ей. Потрясенные исследователи поняли, что это изображение может быть ключом к разгадке. Объединив усилия, ученые и местные жители решили, что женщина из легенды, возможно, была одной из тех, кто охранял и оберегал тайгу тысячелетия назад. Возможно, ее способность летать символизировала знания и силу, которыми она владела. Они предположили, что история женщины не просто вымысел, а отражение давно забытой реальности, связанной с древними знаниями, утерянными по причине времени и забвения. Теперь загадка казалась ближе к разгадке, но все же оставалась неразрешенной. Тайга, как будто ожившая под их ногами, продолжала открывать новое. Люди начинали понимать, что легенда о летающей женщине была всего лишь частью более крупной истории, и что за ней скрываются еще более глубокие и необъяснимые тайны. Местные жители начали воспринимать ее не просто как миф, а как часть своего культурного наследия, важного и значимого для понимания их мира. Эту тайну еще предстояло полностью раскрыть, но уже тогда, спустя долгие годы, стало ясно одно. Летающая женщина, так завораживавшая умы поколений, была не просто легендой, а символом величественной и необъяснимой силы природы, которая продолжает удивлять и заставлять мир вокруг нас дрожать от ожидания. Тайга, как и прежде, хранила свои секреты, но теперь они стали частью не только мифа, но и истории, которая только начинала писаться.